Здравствуйте, дорогие друзья! Мы работаем для вас, как всегда, в прямом эфире в студии Михаил Спортцов. И прямо сейчас мы начинаем говорить о новостях из мира спорта. Лацао требует вернуть клубу титул столетней давности. Болельщики Лацио петицию, которая просит итальянскую федерацию футбола ФИК признать клуб чемпионов Италии сезона 1914-1915. В 1915 году Лацио и Джоа должны были встретиться в золотом матче сезона 1914-1915. Однако незадолго до этого Италия вступила в Первую мировую войну, а матч был отменен. После окончания войны ФИК объявил чемпионом Дженао. Это наша законная скудетта, трофея нас отняла война, сказал президент клуба Клаудио Латти. Петицию уже подписала более 30 тысяч фанатов, результаты рассмотрения документов ФИК 4 августа. Росберг подписал новый контракт с Мерседесом. Немец Ника Росберг подписал новый контракт с Мерседесом. Срок соглашения 2 года. На данный момент Росберг лидирует в общем зачете пилотов Формулы-1 168 очков. На 1 очко от немца отстает его партнер в команде Льюис Хэмилтон. Суд в 4-й раз сократил дисквалификацию Шлеменко. Американский суд частично удовлетворил иск российского бойца Александра Шлеменко к Атлантической комиссии Калифорнии, сообщает портал Нофикти. Итогом заседания стало сокращение трехлетней дисквалификации спортсмена до 9 месяцев. Допинг-проба Шлеменко, взятая у него 13 февраля 2015 года, показала превышенный уровень тестостерона. Решение о трехкратной дисквалификации Шлеменко было принято 23 июня. Также боец был оштрафован на $10 тысяч. Позднее россиянин подал документы в суд с целью оспорить решение о дисквалификации. Суд признал Атлантическую комиссию штата Калифорния имела право отстранить россиянина только до 28 февраля нынешнего года. Дата, когда Шлеменко истек срок действия лицензии в организации смешанных единоборств Беллатор, боец может снова выступать в Северной Америке после оплаты штрафа $5 тысяч. Ранее Шлеменко заявил, что хочет продвигать Россию, выступая в США. Как он отправился с «Зенитом» в Москву. А вот, к сожалению, вице нет. Прямо сейчас на ваших экранах картинка самолета и что было опубликовано с «Зенитом» на своей страничке в Твиттере. Вот вы можете видеть. Утром 22 июля «Зенит» вылетел в Москву на матч Суперкубка России против ЦСКА. Тренерский штаб вызвал на игру 20 футболистов. Вратари: Юрий Ладыгин, Михаил Держаков, Александр Васютин, защитник Александр Анюхин, Игорь Смольников, Шнету, Лукашенко Иванович, Асикей Райден Шифта и Юрий Жирков. Полузащитники: Хави Гарсия, Александр Рязанцев, Артур Юсупов, Маурисию, Олег Шатов, Алексей Евсеев. Нападающий: Алексей Кокорин, Александр Киржаков, Артем Зюба, Лука Джорджевич. Матч на Суперкубок пройдет 23 июля и начнется в 19:00. Матери российских олимпийцев выступили с открытым письмом. Матери российских спортсменов после решения КАС, по итогам которого легкоатлеты не получили возможность принять участие в Олимпийских играх 2016 года, выступили с открытым письмом. Письмо предоставило агентство с родственниками бронзового призера Олимпиады 2012 года пловца Владимира Морозова. Здравствуйте, пожалуйста, направьте письмо людям, которые решают судьбу участия российской сборной в Олимпиаде. Обращение матерей российских легкоатлетов. Матери российских легкоатлетов взывают вас к справедливости. Не лишайте наших детей участия в Олимпиаде Рио-де-Жанейро 2016. Представьте, что на месте наших детей ваш ребенок. Он шел к этой цели принять участие в Олимпиаде много лет. Изо дня в день, из года в год он совершал немыслимые физические нагрузки и преодолевал моральные трудности, связанные с этими нагрузками. Сегодняшние атлеты — это дети 90-х годов в России, это были времена мрака. Дети 90-х
не имели достаточно или никакого разнообразия игрушек. Взрослые были в те растерянности, в те времена не знали, как помочь себе и уж тем более детям шли на второй план. Каждая семья выживала как могла, несмотря на такую тяжелую ситуацию в стране, где правил криминала и не было места ничему светлому. Наши дети устояли на правильном пути и стали служить примером для многих. И вдруг кто-то за несколько дней до начала Олимпиады закрывает дверь перед нашим ребенком. Мечта всей его жизни, которой он шел долгие года с самого детства. В этом случае даже человек без сердца содрогнулся. Пожалуйста, будьте благосклонны к нашим детям. Они тоже не заслуживают принять участие в Олимпиаде. Соревновательном празднике атлетов всего мира, всего мира, матери российских легкоатлетов говорится в письме. Напомним, по решению КАС из ОКР к АА отклонено 68 легкоатлетов из РФ, подавших апелляцию, не смогут выступать в Рио-де-Жанейро. Росберг уступил Хэмилтону в особенный для себя день, 5-19. Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон показал лучшее время в рамках первой тренировки Гран-при Венгрии. Вторую скорость дня продемонстрировал его партнер в команде Ника Росберг, ранее продливший контракт с Мерседесом еще на 2 года. Третьим в практике стал немец Себастьян из Феррари. Российский пилот Дора Росса занял 19 место. Сейчас, дорогие друзья, у вас будет возможность посмотреть, так сказать, графику прямо сейчас. Давайте обратимся к ней. Прямо сейчас на графике вы увидите как выглядит трасса на этом гран-при. Вот она у нас ездит сейчас. Вновь же сейчас вам поставим вот так вот выглядит старт и пошла трасса. Вам идут передачи скорости, сейчас трасса доедет до конца, и я вам продолжу говорить дальше. Ну, а прямо сейчас, напомню, на ваших экранах есть возможность посмотреть на схему трассы. Также вам прямо сейчас будут показаны результаты. Напомню, вы можете увидеть Данила Князова, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 снизу. Вы можете сказать, кто на первом месте. И, собственно говоря, вы сами это можете посмотреть. Напомню, это всего лишь первая тренировка. Вы можете посмотреть и сессию первую, и третью сессию. В общем, все, что хотите, то вы и можете видеть на своих экранах. Для этого только стоит зайти на sport.ru. Итак, мы переходим дальше. УЕФА. Ростов внес Берлигу заявку на Лигу Чемпионов. Ростов внес заявку на третий отборочный раунд Лиги Чемпионов главного тренера команды Курбан Берлига. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УЕФА. В заявке клуба на данный момент находится 17 игроков, из которых Заслан Джанаев, Никита Медведев, Федор Кудряшов, Иван Новосельцев, Денис Терентьев, Сесаров Навас, Буштуш, Кристиан Навау, Ковачев, Саид Эзпалахи, Муса Губия, Тарань Бараня, Александр Гацкан, Игорь Кириев, Александр Ерохин, Дмитрий Полос, Александр Бухаров. Ранее сообщалось, что Берлига, который привел команду в серебро РПЛ, может покинуть Ростов из-за разногласий с руководством клуба и спонсорами. Тренер Берлига подписал с ростовчанами двухлетний контракт. 26 июля Ростов встретится в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с олимпийским андерлогом. Пробы 45 спортсменов с Олимпиады 2008 и Олимпиады 2012 года оказались положительными. Допинг-пробы 30 спортсменов из 8 стран с Олимпиады 2008 и 15 спортсменов из 9 стран с Олимпиады 2012 года дали положительные результаты по итогам второй волны перепроверки, сообщает официальный сайт МОК. И 30 положительных проб с Пекинской Олимпиады 20 февраля бежать медалистов перепроверкам подвергались
1243 пробы, всего после 2 перепроверок количество положительных проб достигло 98. Также сообщается, что МОК проведет третью и четвертую волну перепроверок допинговых проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов во время и после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. IPU проведет расследование после доклада Макларена о допинге в России. Вот так вот зашагала и биатлона. Международный союз биатлонистов IPU опубликовал пресс-релиз, в котором дает оценку доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Да, руководством Ричарда Макларена. IPU действительно потрясен и глубоко разочарован выводами, содержащимися в докладе IPU. Всегда подчеркивал, что чистый спортсмен, борьба с допингом и защита чистых спортсменов является нашим главным приоритетом. Поэтому мы тщательно оценим этот доклад, рекомендации МОК и проведем расследование в отношении содержащейся там информации о биатлоне. IPU не дает версии откроет дисциплинарное производство в отношении тех органов или лиц, нарушения антидопинговых правил, которыми будет выявлено в ходе расследования, говорится в заявлении. В понедельник глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен представил миру доклад о расследовании манипуляций во время крупных спортивных соревнований в России, Олимпийских игр в Сочи, чемпионата мира по легкой атлетике в Москве и Универсиаде в Казани. Ну а если вы хотите сотрудничать с нашим каналом, то пишите нам на почту michaelmontelltv@gmail.com. Ну а сейчас, дорогие друзья, у нас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся вновь в прямой эфир, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами.
друзья, мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. Итак, ну что ж, мы с вами продолжаем говорить о спорте. Вновь напомню. Итак, Боруссия выкупила Шюрля вслед за Гёцем. Полузащитник Вольфсбурга Андре Шюрле стал игроком Дортмундской Боруссии. Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. В сезоне 2015-2016 Шюрле забил 9 мячей в 29 матчах Бундеслиги. Росберг, лидер второй тренировки, ряд 16-й немецкий пилот Мерседес. Росберг занял первую строчку по итогам второй тренировки Гран-при Венгрии. Следом за немцем расположился австралийский гонщик Red Bull Даниэль Рикьярдо. Замкнул тройку призеров Себастьян Феттель из Феррари. Партнером Росберга Льюис Хэмилтон разбил машину в начале тренировки. Позже он смог побороться за лучшее время заезда и занял 5-е место. Итак, ну что ж, прямо сейчас на ваших экранах вы видите картинку как раз таки разбитого этого болида. Ну а российский пилот Тора Росс вновь оказался вне десятки сильнейших и показал только, к сожалению, 16-е время. Гол Мхитаряна в ворота Боруссии не спас Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед потерпел поражение в матче первого тура Международного кубка чемпионов от Дортмундской Боруссии. В составе красных дьяволов гол в ворот своей лучшей команды забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян, который пополнял ряды английского клуба в начале июля 2016 года. Дублем в составе немцев отметился Гонсало Кастро. Также отличились Пьер Энрико Абменен и новичок дортмундцев Усман Дембеле. Международный кубок разбит на 3 группы: Австралия и Океания, Азия, Северная и Центральная Америка. В группе Азия помимо Милки и Боруссии сыграют Манчестер Сити. Международный кубок чемпион группы Азия первый тур Манчестер Юнайтед, Англия, Боруссия, Дортмунд, Германия. Счет 1-4. Голы Мхитарян на 59-й за Манчестер Юнайтед. А вот за Боруссию Дортмундскую Баварию Кастро на 20-й и на 86-й. Затем Абамиянг, простите, на 36-й минуте с пенальти. И Дембли на 57-й минуте. Кстати, забитые мячи вы можете посмотреть на сайте sportbox.ru. У Программиста есть предложение от 2 европейских клубов, атакующих полузащитников, тогда как Куинси Программист продолжает эти переговоры с московским клубом о продлении контракта. Футболист желает заработать в российской команде 3 миллиона евро в год. От игрока сборной Нидерландов как есть 2 предложения от европейских клубов, предлагающих по 1,5 миллиона. Соглашение со Спартаком истекает в 2018 году. В минувшем сезоне голландец стал автором 18 забитых мячей в 30 матчах НФПЛ. Ну, а я вновь напомню, что если вы хотите сотрудничать с нашим каналом, то пишите нам на почту michaelmontelltv@gmail.com. Почта сейчас находится прямо сверху на данном номере. И я даже не дотягиваюсь. Итак, ну что ж, сейчас у нас небольшая реклама, после которой мы вновь вернемся в прямой эфир и поговорим с вами о самых интересных и последних новостях из мира спорта. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем работу для вас в прямом эфире. Подробно, как обещал, говорим о самых интересных новостях из мира спорта. Итак, ну что ж, как и обещал, мы, напомнишь, говорим о самых интересных новостях из мира спорта. Эллардайс возглавил сборную Англии. Наставник Сандерленда Сэм Альдернайт получил назначение на пост главного тренера сборной Англии. Футбольная ассоциация Англии сумела достичь соглашения с черными котами относительно суммы компенсации за досрочно расторженный контракт с 61-летним специалистом. Контракт специалиста рассчитан на 2 года. В новом сезоне Аллардайс сумел спасти Сандерленд от вылета в чемпионшип. Возглавил клуб в октябре 2015 года. Напомним, что пост рулевого сборной Англии стал вакантным после того, как Рой Ходжсон отдал в отставку после поражения от сборной Исландии в матче 1/8 финала Евро 2016. Смирнов согласие возглавить комиссию УКР для расследования допуска вакцинации. Почетный член МОК Виталий Смирнов дал свое согласие на то, чтобы возглавить комиссию УКР для расследования возможных допусков вакцинации в России на протяжении нескольких последних лет. Напомним, что комиссию предложил собрать президент РФ Владимир Путин в ответ на обвинение в адрес России в создании государственной программы скрытия допинга, которые были выдвинуты ВАДА. Как ожидается, среди независимых экспертов будут числиться не только российские, но и зарубежные эксперты. Президент отметил, что возглавит комиссию УКР человек с безупречной репутацией, которым, по его словам, и является Виталий Смирнов. На данный момент российскими спортсменами все еще висит угроза отстранения всех. МОК должен вынести окончательное решение по всей сборной России 24 июля. Шубенкову отказано в участии в Олимпийских играх 2016 года под нейтральным флагом. Чемпион мира 2015 года с барьером Сергей Шубенков получил отказ на заявку с просьбой участвовать в предстоящих Олимпийских играх под нейтральным флагом. Напомню, что 27 июня Совет ИА продлил дисквалификацию ВФЛА и, соответственно, отстранение российских атлетов от международных стартов позже УКР и 65 атлетов подали иск на данное решение спортивно-арбитражный суд КАФ, который отклонил прошение спортсменов из всех российских легкоатлетов. На предстоящие игры Рио была допущена только Дарья Кришина, проживающая в США. Кроме того, после оглашения результатов расследования допинговых махинаций в России, которое было проведено комиссией ВАДА, все еще существует риск отстранения от международных стартов всех россиян. Окончательное решение будет вынесено, напомню, 24 июля. Ну а сейчас я предлагаю сделать паузу, это будет не рекламная пауза, после которой мы с вами поговорим о Олимпийских играх.
Итак, ну что ж, дорогие друзья, мы вновь в прямом эфире, и, как я вам уже обещал, говорим о Олимпийских играх. Итак, я вам хотел бы напомнить, что сегодня мы с вами поговорим о волейболе. Напомню, что в каждой вечерней программе мы говорим об одном виде спорта, который будет на Олимпиаде. Хочется напомнить, что до Олимпийских игр остается всего лишь 14 дней. Итак, переходим к волейболу. Соревнования по волейболу на играх 26-й Олимпиады в Рио-де-Жанейро пройдут с 6 по 21 августа 2016 года. Волейбольные турниры будут проходить на арене Маракана-Синьо, а турниры по пляжному волейболу на пляже Кабакабана. Хочется рассказать, что в Олимпиаду входят лишь два вида волейбола – классический и пляжный. Но прямо сейчас на ваших экранах появится расписание соревнований. Напомню, соревнования начнутся на следующий день после открытия Олимпийских игр, а закончатся финалом третьего места у мужской сборной. Кстати, табличка ее сейчас тоже на ваших экранах. К сожалению, качество не очень лучше, но завтра же мы вам 100% обещаем, что качество наладится. Ну а сейчас на ваших экранах появится выступление вообще сборной России на Олимпийских играх. Напомню, что табличка будет представлена всеми Олимпийскими играми 1996 года. Итак, ну что ж, пока табличка будет на ваших экранах, я вам буду о ней рассказывать. Так, выступление сборной России на Олимпийских играх по волейболу. 1996 год, по оплата, мужчины заняли 4-е место, также заняли и женщины. В 2000 году в Сиднее мужчины 2-е место, женщины также 2-е место. Кстати, прям не оценили. Но в Афинах в 2004 году ситуация поменялась. У мужчин 3-е место, а у женщин 2-е. В 2008 году в Пекине мужчины заняли 3-е место, а женщины пробились в 1/4 финала. В 2012 году в Лондоне, то есть 4 года назад, 1-е место заняли мужчины. Они сейчас являются главными такими фаворитами, а женщины пошли также в 1/4, 2-й год назад. Хочется напомнить вам, быстренько рассказать, что очень многие говорят, что вероятные победители этих Олимпийских игр все-таки более, наверное, станут США, о них очень много говорят, но все-таки не стоит забывать, напомню, что мужчины сейчас на 1-м месте после игр 2012 года в Лондоне. Хочется напомнить, что все решится, если российская сборная будет решать это МОК, напомню, 24 июля, такая вот очень не слишком хорошая ситуация, но все же будем ждать хороших решений, потому что стоит говорить, вот говорят сейчас о американских спортсменах, потому что говорят, что они сильные, могут тебе показать о волейболе. Но почему-то все как-то забыли про российскую сборную. Ну а мы не будем, дорогие друзья, забывать, потому что она является сейчас фаворитом на 1-е место. Но если вы хотите сотрудничать с нашим каналом, то тогда пишите нам на почту michaelmontelltv@gmail.com. Почта, кстати, находится сверху прямо сейчас в экране. Ну а сейчас у нас еще одна рекламная пауза, после которой мы вернемся в прямой эфир, поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь.
Итак, ну что ж, дорогие друзья, напомню, что это программа на спорт, работа для вас в прямом эфире, и подход Итак, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами поговорили о Олимпийских играх. Я думаю, поговорили с вами очень хорошо. Надеюсь, что вам понравился мой рассказ о волейболе на этих Олимпийских играх, которые будут. Надеемся, что для российской команды все-таки они состоятся. Ну, а мы переходим дальше. Сейчас мы с вами будем говорить о футболе, который был сегодня матч Спартак Штутгарт, прерван из-за шторма. Товарищеский матч между московским Спартаком и Штутгартом прерван из-за штормового ветра и тропического ливня. Команды успели отыграть первый тайм, после чего было принято решение прервать игру из-за непогоды. Игра является частью тренировочного сбора красно-белых Германии. После первого тайма счет 1-0 в пользу представителей второй Бундеслиги. На 41-й минуте румынский полузащитник Александру Максим реализовал 11-метровый удар. Главный арбитр матча принял решение не возобновлять игру. Матч начался с задержкой 30 минут из-за опоздания автобуса москвичей. Ну а прямо сейчас у нас с вами есть возможность дополнить наш эфир очень интересными новостями из мира спорта, но прежде мы сделаем небольшую музыкальную паузу, после чего вернемся в прямой эфир, не переключайтесь. Хотя, знаете, как мне передают, сейчас мы не будем делать рекламную паузу, а сразу начнем говорить о олимпийских играх и не только. Ну что ж, у нас есть возможность поговорить о еще одних последних новостях с олимпийских игр, но все-таки мы с вами еще не вспомнили в сегодняшнем эфире автоспорт. Пришло время его вспомнить. Пройди свой путь. Новый КамАЗ «Старый лед». После двухлетнего перерыва международный аграрный рейд «Шелковый путь» вновь собрал более сотни гонщиков, которые в течение 2 недель предстоит преодолеть без малого 11 тысяч километров. Торжество стартовало на Красной площади в Москве 8 июля. Пилоты с рулем легковых и грузовых автомобилей пересекут границу 3 государств, чтобы 24 числа проехать вдоль Великой Китайской стены и поучаствовать в церемонии закрытия и награждения в Пекине. У вас прямо сейчас будет возможность посмотреть на трассу и вообще на маршрут. Маршрут представлен очень интересным образом. Давайте же на него посмотрим. Правду завораживает маршрут. Итак, напомню, что все стартовало с Москвы, затем все это через Казань, Уфу, затем Костанай, въезжаем в Казахстан, точнее уже проехали в Астану, проехали второй город в Казахстане под названием Балхаш и проехали уже Алмата. Затем въехали на территорию Китая, проехали уже 5 городов и красненьким обозначено место, где сейчас проезжают это ралли. Напомню, что сейчас, расскажу вам, что сейчас все происходит между в Китае уже проехали Бородало, город Урумчи, Хами, Дуньхуань, Цзяогуань, а сейчас все происходит между городами Баянь, Хотта и Ухань. Затем же все пройдет между городами Ухай и Хотта и переедет, собственно говоря, в Пекин, где, напомню, все машины проедут мимо Великой Китайской стены и закончат церемонию в Пекине, церемонию награждения. Кстати, она обязательно будет показана уже вторым видео в нашей программе на спорт. Поэтому обязательно смотрите. Будем вам рассказывать очень интересные новости про шелковый путь. На самом деле, правда, дорогие друзья, очень интересно, поэтому следите за новостями на нашем телеканале.
Итак, ну что ж, а мы с вами продолжим и поговорим о других новостях из спорта. Итак, ну что ж, а вот пранкеры рассказали подробности разговоров с президентами ВАДА и УСА. Российский пранкер Владимир Кузнецов внутри программы «Все на матч» на матч ТВ поделился подробностями разговора с главой ВАДА Крейгом Ритти и президентом УСА Трэвисом Такером. Мы согласовали беседы с Крейгом Ритти, он вышел на связь, когда только всплыла история по поводу Рочетова, по поводу его перебежки в США и его заявлений о том, что сборная России вместе с Министерством спорта пользовали допинг на национальном уровне. А мы спросили, есть ли у ВАДА действительно какие-то доказательства, кроме голосовых заявлений Родченкова и Степановой, что Ради сказал, что нет никаких доказательств, но будет проведено расследование. Ему нужно время. Кстати, это вы сможете посмотреть в программе «Звонок», если не ошибаюсь, когда она была, либо будет на НТВ. Вторая, обязательно надо будет посмотреть. Друзья. Ну, далее мы, в смысле, вот пранкеры позвонили Трэвису Такеру, а он сказал, что действительно необходимо отстранить спорту России. Когда мы спросили, понимает ли он, что это неофициально будет решение в пользу США, потому что США основной конкурент России. На что он сказал: друг мой, это политика, рассказал Кузнецов. В четверг КАС объявили, что иск Олимпийского комитета России ОКР и 68 российских атлетов Международной ассоциации легкоатлетической федерации ИАФ не были удовлетворены. 17 июня Совет ИАФ поставил усилия отстранения Российской федерации легкоатлетики МФЛА, что лишало российскую сборную по легкой атлетике возможности выступать на Олимпийских играх 2016 года. Олимпиада 2016 года пройдет с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро. Вот так вот, дорогие друзья. Но мне хочется вам рассказать еще несколько новостей, которые приходят к нам из Рио-де-Жанейро. Очень интересные новости. Я надеюсь, что вы все помните Олимпийские кольца на зимних Олимпийских играх в Сочи. Там кольца стояли около железнодорожных вокзалов. Фотографировался на Олимпиаде. И вещали мы для вас прямо с Олимпиады. Очень интересный сюжет в эфире. Но сейчас покажу не об этом, а олимпийских кольцах. Вот такие же олимпийские кольца установили в Рио-де-Жанейро на пляже сегодня. Конечно же, активисты, которые просят лучше не делать Олимпиаду, чтобы не тратить туда деньги, а лучше потратить деньги на борьбу с развалинами, разрухой и потратить все-таки деньги на своих жителей, стали все-таки делать небольшой такой митинг. Но все же, все вышло хорошо, кольца открыли, многие люди были довольны. Кстати, хочется вам рассказать, что многие люди, которые едут на эту Олимпиаду, уже приехали в Рио-де-Жанейро и уже готовятся. Но это всего лишь те некоторые, кто все-таки хочет с самого начала смотреть. Ну, а те, кто еще приедет на Олимпийские игры, это будет еще большое количество народу, поскольку сегодня только 22 число, а все будут приезжать ближе, простите, дорогие друзья, к 3 и 4 числам, ближе к церемонии открытия. Но телеканал Матч ТВ обязательно покажет яркую, красочную церемонию открытия. Итак, ну что ж, на этом, дорогие друзья, все. В студии был Михаил Скворцов. Но мне хочется напомнить, чтобы вы смотрели уже завтра в 11:10 прямую трансляцию на нашем телеканале на Спорт в 11:10 завтра, поэтому не забывайте. На этом у меня все. В студии был Михаил Скворцов. Увидимся завтра, напомню, завтра в 11:10 утра. До свидания.